Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский, эксперт из Беларуси, на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, дорогие зрители. Ну что, кажется, нет предела сюрреализму, нет предела хорошему настроению Трампа. Он и пролив переименует в свою честь, начинает заигрывать с прессой, только не говорите, никому не пишите, а то вот скажут. Армузский станет проливом Трампа. В принципе, все можно переименовать, да? И мировой кризис имени Трампа тоже можно назвать, ну, чтобы так внушительнее было. С Ираном происходят какие-то странные вещи в том плане, что, ну, давайте честно, как бы все понимают, без сухопутной операции не обойтись, а Трамп то ли под прикрытием вот этой необходимости объявляет очередные перемирия, удары по электростанциям, инфраструктуре. Правда, оно не соблюдается, и уже вовсю иранская сторона говорит, что не получается. Слушайте, ну вот куда все идет в отношении вот этих дедлайнов, сроков, ну и самого характера войны, который приобретает сейчас, ровно через месяц, после начала вот эта операция? Туда же, куда идет и российско-украинская война. К затяжному, длительному конфликту на истощение. Но в данном случае истощаемыми сторонами конфликта в Иране будут, естественно, страны персидской монархии. Чтобы Америку истощить, это еще понадобится очень много времени, потому что она неистощаемая, не истощается, несмотря на то, что совокупный внешний долг, который Трамп обещал снизить, превысил уже 39 триллионов. Это колоссальная сумма. Но что касается других участников этой войны, которые выступают, к сожалению, несмотря на декларации поддержки ислама как религии и мусульманского населения, к сожалению, отдельные страны персидской монархии выступают в союзниками в коалиции Эпштейна. Конечно, это приведет и очень серьезные внутриполитические последствия. Ну, например, в Бахрейне, где уже вчера тысячи людей вышли на улицы, возмущенные тем, что одного из представителей шиитов, молодого человека, запытали до смерти в полицейском участке за антиизраильские и антиамериканские комментарии. Я напомню, что большинство жителей Бахрейна это шииты, более 60%. Более того, Бахрейн это и был территорией Ирана, но в 1971 году, 55 лет назад, в результате авантюры преступной того руководителя, Шаха Пехлеви, и сговора с британцами, они просто отжали эту территорию у Ирана, проведя так называемый опрос среди племенных вождей. То есть Бахрейн-то, по сути дела, 55 лет был территорией Ирана. И изъятие этой территории нарушило все нормы международного права. Но это не остановило, как всегда, англосаксов. Поэтому в результате этой войны будут, и мы будем с вами свидетели, и будем обсуждать в эфире политические потрясения. И, скорее всего, начнутся они с Бахрейна. Ну, конечно, недалеко ушел и Ирак, где большинство тоже шииты. Более того, недалеко ушли и саудовская монархия, ОАЭ, Катар и Кувейт. Если кто-то думает, что там сунниты, а у них какие-то противоречия, я вам приведу такой пример. В прошлом году, после 12-дневной коварной войны, когда одна из постсоветских республик предоставила Израилю аэродромы подлета, и оттуда осуществлялась в том числе бомбежка северного Азербайджана, как называют эту территорию в Иране. Так вот, все местные жители, несмотря на то, что там эта территория отличается большой мультикультуральностью, и турки, и азербайджаны, и курды,
они просто навсегда после этих бомбежек изменили свое отношение и к этой постсоветской республике, и, естественно, к тем, кто бомбил. Поэтому, если кто-то думает, что мы тут вот сидим в Саудовской Аравии и ОАЭ и сдержим свое суннитское население, значит, большими какими-то зарплатами и полицейскими репрессиями, нет, так не будет, потому что 99% людей возмущены, несмотря на то, что Иран наносит значительный урон структуре и инфраструктуре стран Персидского залива, люди, которые там живут, понимают, кто первый начал, и что это лишь ответное действие. Поэтому, к сожалению, если те, кто являются визионерами в команде Трампа, таких немного и умеют просчитывать последствия, они должны прекрасно понимать, что подписание соглашений Авраама больше не будет. Эта авантюра на долгие-долгие десятилетия изменит карту Ближнего Востока. Ну, смотрите, тут как бы Трамп куражится, это видно, говорит, вот, атаковали самый большой авианосец, 17 направлений, а мы все сбили, а мы вот такие молодцы. Но эта история запускает абсолютно другие процессы. Вчера подошли к Рубио. И вот пока Зеленский в Саудовской Аравии встречается с ПВОшниками, это вообще отдельная, наверное, даже тема, я бы сказал. Ну, давайте честно. Сейчас вот сообщают о том, что ночью прилетело по Одессе. Сегодня с утра под обстрелом Кривой Рог. Дроны летят, то есть это герани, к которым все привыкли, то есть все прекрасно понимают, да, что нужно, чтобы сбивать герани. Понятно, что там ПВО дорогого не напасешься, это мобильные группы, эксперты, и эти эксперты как раз-таки сейчас нужны. Там даже обломки попали, загорелась крыша роддома в Одессе, да, и сейчас там о последствиях в Кривом Роге. То есть это все перманентно. Не считая вот эти там массовые атаки, когда они сложили ночное и дневное на уходящей неделе, да, и получили там чуть ли там под 1000 дронов, под 1000 целей за вот этот обстрел. Но Зеленскому выгоднее, как бы, ну, в общем, продавать услуги украинских военных. Он их собрал. Вообще странная была картина, он собирает этих ПВОшников, там что-то с ними они обсуждают, там глава генштаба, вот эти ПВОшники, никого из стороны принимающей на этих конкретно кадрах, но вот как бы вот так. Получается, что в принципе это логично, да, то есть Украина, такое своеобразное там ЧВК, послевоенное, может отправлять солдат, все с опытом, внутри, как бы, будучи солдатом, пойти на какую-то нормальную работу нет перспектив, поэтому, наверное, как бы отправка по разным странам, разным горячим точкам, это как бы логично. Смотрите, не берем моральную сторону, это логично. Но, Юрий, получается, как бы после войны это еще плюс-минус можно было как-то понять, но во время это вообще выходит из всех берегов. Он выходит и делает заявление о том, что ну а какие гарантии безопасности? Гарантии безопасности это НАТО и это ядерное оружие. Но нам пока никто этого не предлагает. Более того, все настолько плохо, что выходит Рубио и говорит: Зеленский лжец. Он заявил, что США требуют от него уходить из Донбасса, и тогда получит гарантии. Но погодите, речь шла совершенно о другом, о том, что закончим войну, а потом уже по итогам войны вам будут гарантии. То есть не было конкретной претензии. Понятно, что это бином Ньютона, наверное, Рубио там спасает свою и, там, дипломатическую физиономию, да, чтобы хорошо выглядеть со своим лицом, но тем не менее, это очень яркие слова на фоне того, что Зеленский сейчас пытается вклиниться в тему Ближнего Востока, едет к наследному принцу, а Рубио вот так вот его, вот так по щекам. А оружие, говорит, мы пока, конечно, не останавливаем поток оружия по программе ПУРЛ, но, судя по всему, остановим. Почему? Так это наше оружие, оно нам там нужно. Поэтому хотим продаем, хотим не продаем. Как вы оцените происходящее на вот этом вербальном уровне? Что это за заявление? Много ли здесь эмоций? И какая логическая, действенная цепочка из этого проистекает? Ну, с моей точки зрения, цепочка очень простая. Зеленский хоть тушкой, хоть чучелом
стремится остаться в мировой повестке. Это очень важно. Потому что, когда ты остаешься в мировой повестке, тебе тоже перепадает от тех потоков, которые вся эта мировая элита делит, перераспределяет и перекраивает. Поэтому Зеленский, несмотря на то, что у него гигантские проблемы с ПВО внутри страны, предлагает свои услуги арабским монархиям. Но это попыткой, скорее всего, и однозначно по совету британцев, даже выстроить отношения с персидскими монархиями, которые были, ну, не очень, скажем так. Не знаю, как будут после этой встречи, но до военного конфликта на Ближнем Востоке Украина с персидскими монархиями имела такое шапочное знакомство. Несмотря на то, что там встречались, проводили какие-то встречи, но фактически преимуществ экономических никаких не принесло. Поэтому Зеленский там появляется и делает, наверное, правильно, потому что он уникальное политическое животное, и с точки зрения политического выживания ему надо везде маячить. Если что, чтобы это напомнить, как он помогал во время тяжелой войны странам Персидского залива, ну, либо вообще, как говорится, не уходить с экранов мировых СМИ. Но что касается перепалки между Зеленским и Рубио, я думаю, что эти двое одного поля ягода. Просто некоторое время назад Трамп сказал: вы помните, что нам никакая помощь не нужна от Украины, а если и нужна будет, то это мы к ней обратимся в самый последний раз. Это была такая цитата. Поэтому Рубио, с моей точки зрения, просто подыгрывает своему шефу. Он не является политиком, который, как эксперты на канале Шелеста, пытаются быть визионерами и стратегами. Он просто подмахивает своему шефу. Потому что если бы Рубио был стратегом, он бы сказал, что втягивание в такого уровня конфликт военный – это авантюра, которая приведет к краху. Краху приведет. Это же очевидно. Краху республиканской партии. Всех тех достижений, всего того триумфального движения, которое мы наблюдали чуть больше года назад. Но Рубио вместо этого заглядывает в рот своему шефу и подтверждает все, что он говорит и намекает. Нет, В ну связи с этим... подождите, одно дело заглядывать в рот шефу, а другое дело говорит: ты лжешь, и ты знаешь, что это неправда. Ну, то есть, это же, причем это открытым текстом, понимаете? Это уже показывает нам уровень отношений США и Украины. Ну, так там, понимаете, лгут, либо преувеличивают, скорее всего, обе стороны. Обе стороны, я в этом убежден. Зеленский тоже при всем том, кем он является, он же не такой уже вообще отморозок, чтобы говорить то, чего вообще не было. Вообще не было. Ну, если логически предположить, может, неправильно стороны поняли акценты, вот, но просто сочинять и говорить фикцию, ну, я уверен, что вряд ли Зеленский на такое пойдет. Но ну, в целом я что хочу сказать, что милые бронятся, только тешатся. Если кто-то, значит, в своих фантазиях думает, что вот это они там поссорятся, да, это все одна компания. Глобалисты, англосаксы, режим Зеленского как прокси-государство, которое у них является на острие копья. Поэтому даже если им прекратят поставки оружия напрямую, американцы, им будут поставлять оружие через посредников. Если через посредников прекратят оружие поставлять, им будут поставлять европейцы с наполненных американцами базами. Рубио стоит вообще, мне кажется, задуматься и Рубио, и всем о другом. Вы посмотрите, как проходят выборы в региональные собрания и в некоторых округах Америки. Вы посмотрите, как проходят выборы. Да? Допустим, как прошли выборы в округе Трампа, во Флориде, в Мар-а-Лаго. Это 21-й избирательный округ. Несмотря на то, что Трамп призвал голосовать за республиканца, избиратели поддержали Эмили Грегори.
Понимаете? Это в самом сердце Трампа. И вспомните все предыдущие довыборы, там штат Техас, да, там были в Джорджии, голосовали за демократов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что к ноябрю уже, в принципе, все понятно. И вот что меня лично волнует, и я хочу это снова, я уже говорил в прошлом эфире, и еще раз сказать, что что-то слишком спокойно и радостно и уверенно чувствует себя Трамп, несмотря на такие провалы. И я боюсь, что они к ноябрю будут делать башни-близнецы версия 2.0. Для того, чтобы как-то мобилизовать, сплотить американское общество, которое пойдет в разъяренном состоянии на участке и проголосует республиканцев. Потому что во всех иных случаях все с ноября это будет начало конца и республиканской партии, и всей команды мечты Трампа. Юрий, по поводу перепалок и милых, которые бронятся, только тешатся, Axios публикует материал о том, что на встрече глав МИД стран Г7 Каллас и Рубио поругались. Значит, Каллас раскритиковала Америку за недостаточное давление на Москву, напомнила, что год назад США обещали усилить меры в случае затягивания войны. Так и говорит: прошел год, а Россия не сдвинулась. Когда у вас закончится терпение, сказала она по словам источников Axios. Рубио отреагировал резко, говорит: мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что можете сделать лучше, вперед, мы отойдем в сторону. Добавил, что США ведут переговоры с обеими сторонами, но при этом продолжают помогать Украине оружием и разведданными, типа России не помогают. Ну и после несколько европейских министров после этого пытались сгладить ситуацию, говорят, что рассчитывают, там США, дипломаты, в общем, все по шорстке. До этого, там, позавчера Трамп как бы ответил заочно Мерцу, говорит: Мерц, говорит, в Иране не наша война, ну так и Украина не наша война. И вообще он поразительно, вот и вчера-сегодня, да, ночью, говорит о том, что НАТО что-то вот такое бумажно-тигровое, да и вообще может взять и уйти не просто там с трека украинской войны, типа войны на территории европейского континента, а и вообще из НАТО. Вообще очень интересная история и интересные перспективы на фоне того, что уже и территория НАТО, и ЕС используется для того, чтобы атаковать Россию. Об этом культурно так промолчали в тряпочку дипломатически. Сказали, может, в темную Песков, я имею в виду Усть-Лугу, но тем не менее последствия могут быть просто катастрофические. Не потому ли молчит Путин про Усть-Лугу, что это все сыпется и трещит, разваливается изнутри? НАТО и западная консолидация. Здесь можно применить такую же фразу: «Милые бронятся, только тешатся». Это, понимаете, все политики одного поля ягоды. И тот, кто хочет остановить войну, по словам Рубио, вряд ли продолжает финансировать преступные режимы, давать и снабжать целеуказаниями, обеспечивать спутниковую систему. Если ты хочешь прекратить войну, позвони Маску, отключается Starlink, и фронт сыпется, к примеру. Либо сделай предупреждение, что так сделаешь, если вы не подпишете какое-то рамочное соглашение. Поэтому надежды отдельных наших политиков, некоторые из них, кстати, уже в США приехали, да, на то, За носками? на то, что европейцев они расколят или переиграют. С моей точки зрения, это все наивные предположения и мечты. Или, как у нас, знаете, в народе говорят, влажные мечты. Это все одна банда. Европейцы, англосаксы, британцы. У них задача порабощение Российской Федерации. Потому что в том ближайшем времени, которое мы будем наблюдать через лет 100, мы с вами, наверное, не будем наблюдать, если они, конечно, какую-нибудь вакцину не придумают. Но в том времени будет катастрофическая нехватка питьевой воды,
природных ресурсов, редкоземельных металлов. Если мы возьмем и взглянем на карту, фактически самые-самые все залежи, они находятся в Российской Федерации. Поэтому, если кто-то думает, что как-то расколет НАТО, как-то нас расколет ЕС, Америку, он глубоко ошибается. Я не говорю, что это не надо делать. Конечно, надо делать, надо подкидывать туда дровишки, чтобы они собачились. Пусть собачатся. Вот. Но надо понимать, что между нами возник железный занавес. Он укрепляется. Что фактически сейчас мы наблюдаем третью мировую войну. И это, кстати, сказал вчера или позавчера террорист Буданов. Потому что, смотрите, даже вот в нынешнем российско-украинском конфликте участвуют со стороны коалиции Рамштайна более 50 стран. Более 50 стран. Теперь смотрите, как эта война фактически перемещается на Ближний Восток. И там уже коалиция Эпштейна. Завтра коалиция Эпштейна и коалиция Рамштайна, она объединится. И будет развязан новый фронт. Ну, например, вот эти атаки в Приморской Усть-Лугу, ну, невозможно было осуществить без содействия Прибалтийских Эмиратов, с моей точки зрения. И рано или поздно они должны за это ответить. Я не буду сильно критиковать руководство союзного нам государства, потому что смотрю уже в ежедневном режиме, что провластные политологи, провластные блогеры, провластные политики в Российской Федерации каждый день задают вопрос, а что это происходит? А когда это мы будем отвечать так, как нужно? Как говорят наши некоторые комментаторы, а что вы, белорусы, куда-то там суетесь со своими советами? Вы же, значит, не являетесь какой-то супердержавой. Но если вам советов не надо, тогда хорошо, будем наблюдать со стороны. Ну и будем копировать, значит, наших руководителей. Раз у нас Анкоридж, ну, значит, и мы будем встречаться с Дональдом. А что нам делать еще? Не дай бог вы потом помиритесь, порешаете вопросы. Но уже сейчас и Никонов, и Делягин, вы видите, что ходят по Конгрессу США, фотографируются. В кармане бутылка Кока-Колы. Понимаете? Вот, значит, это тем, кто рассказывает, как она вредна с каналов государственного телевидения. Поэтому, а вдруг вы помиритесь, и мы, белорусы, там и останемся ни с чем. Может, и в этом заключается то, что все постсоветские республики ринулись по всяким центрам принятия решений и другим геополитическим центрам. Например, мне очень обидно смотреть, как 5 среднеазиатских, или как они себя называют, центральноазиатских государств уже не вылазят из Лондона. А может быть, поставить вопрос другим образом. Может, они все смотрят, что происходит в Первопрестольной, и тоже страхуются на всякий случай. Если вы сегодня уже с Кока-Колой по Конгрессу ходите, так может вы уже завтра в Госдуме на Охотном будете в засос целоваться. А мы тогда с чем останемся? С Кимом? Ну вот поэтому к Киму и поехали. Нет, ну Страховаться. по поводу визита у Кима, это, конечно, нечто. Это, слушайте, я все могу понять. Ну, там разные инсинуации. То есть, сегодня, значит, снимают санкции. Сегодня, да? А завтра, то есть, Лукашенко у Ким Чен Ына. Причем дарит ему винтовку и прям всю линейку эксклюзива продовольствия белорусского, которое только есть. Водку, которую пьет только генсек ООН, Гутерриш. Всякие, скажем так, ну... так, грубо говоря, ништяки, да, есть еще выражение там из наших краев, мынтусы, ну, то есть тут тебе и шоколадные конфеты, тут тебе и подарочки, тут тебе и сувениры, тут тебе все, водочка, зубровочка, то есть вот прям целая линейка. Причем о каждом, скажем так, продукте на камеру с переводчиком Лукашенко рассказывает лично. Скажите, пожалуйста, а зачем Белоруссии Корея? Я, если честно, ну, опять, это все версии, да. Вот есть атака, например, с территории Эстонии. Понятно, там она как под каким-то чужим флагом скрыта и так далее. По Петербургу. Соответственно,
насколько я понимаю, да, то вполне себе логично использовать и России и рычаги, и географическое положение союзного государства Беларусь для того, чтобы, ну, если воевать по-взрослому, то там надо отсекать конкретно логистику из Европы. Сухопутную имеется в виду там как раз-таки с севера, с Беларуси, идти на Луцк, идти туда на Ровно и, в общем, перебивать трассы, и тогда война заиграет вообще по-другому, другими красками. Многие, кстати, из тех, которые там провластные, они прям критикуют, говорят, елки-палки, а что мы топчемся на этой линии соприкосновения? Ну, взяли село, ну, взяли два, ну, там где-то отступили, где-то наступили. Да, идем постоянно вперед, но как бы это такая кофемолка, да, мясорубка, перемалывание жизней. А стратегически же задача решается вот так, если отсекать, например, украинскую логистику от поставок, и об этом часто говорят. Но тут нужна Беларусь. А вот это вот очень миролюбивое, но с намеками и с оттенком оружия, да, потому что не просто так же винтовку от врагов подарил Лукашенко Ким Чен Ыну, нам намекает еще на одну очень интересную особенность. А не будет ли прикрывать Беларусь контингентик 2 по опасным направлениям во время реализации вот этих планов? Потому что, давайте честно, корейцы, ну, на уровне государственной пропаганды, северокорейцы, они вот прям кайфуют от того, что какой величественный подвиг совершили они в Курской области. Россия не перечит, говорит, да, вы наши братья, молодцы, те открывают музеи, в общем, и используют это внутри государства как, внимание, успешный пример войну с Украиной. Ну так получается, что будет масштабирован этот процесс? Вот такие умозаключения приходят? Или в чем суть и глубина этого визита на фоне, казалось бы, потепления с Америкой, с снятием санкций, удобрений и так далее? Вот в этом визите президента Беларуси в Северную Корею и заключается суть нашей политики. Мы диверсифицируем рынки и используем любые возможности для государственных визитов не для того, чтобы пройтись, там посмотреть, пофотографировать что-то, значит, какие-то знакомства завязать, а для того, чтобы продвинуть свои белорусские интересы. Сейчас у нас есть новая нефть, как мы ее называем. Это продукты питания. Экспорт в 2025 году достиг рекордных цифр. 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов. Для Беларуси рекордных. До этого мы начинали с 2, 3, 5, 7 миллиардов. И вот тут наконец-то новый рекорд. Поэтому мы в результате всех своих межгосударственных визитов всегда продвигаем белорусскую продукцию. Более того, даже когда губернаторы российские сюда приезжают, они сюда очень зачастили, каждую неделю приезжают со всех регионов, всегда в Дворце Независимости им дается продуктовая корзина. Не потому, что они голодают, а для того, чтобы познакомились с ассортиментом белорусской продукции. Это первый момент. Второй момент. Президент Беларуси и военно-политическое руководство нашей страны показало, что мы способны самостоятельно определять свою политику, и мы способны дружить с любыми странами. Нас принимает и руководитель Китайской Народной Республики, нас называет могущественными, как бы смешно, может, кому-то это не звучало, но вы понимаете, что Трамп не такой человек, что готов кому-то льстить и прогибаться. Он, значит, действительно уважает своего белорусского коллегу. Нас называет так Дональд Трамп. Мы являемся фактически и проводим единую внешнюю политику с Российской Федерацией. Только за последние 3 года больше 20 встреч провели с президентом Российской Федерации. Естественно, президент Российской Федерации в курсе всех направлений белорусской внешней политики. Наверняка они, эти два коллеги, обсуждают и наверняка советуются если не по всем, то по большинству вопросов. Кроме того, после визита американской делегации адвокат Трампа Коул, который возглавлял ее, сказал в интервью,
Он, значит, рассказывал, как он работает с президентом Беларуси, рассказывал, говорит, что я ему такую вот привел такой пример, такую аллегорию, что ты один остался за столом, где сидели плохие ребята. Вот есть в школе стол, где сидят хорошие ребята, а есть стол, где сидят неудачники. И там сидел Асад, значит, Мадуро, Янукович, ну Янукович это я уже добавил, да, и ты. Поэтому пора пересаживаться, он больше других кол не перечислил, пора пересаживаться за стол к другим ребятам. Ну вот мы поехали к Киму, поедем за стол к хорошему парню. Это тоже вариант. Вот. Но, естественно, в результате этого визита обсуждалось и военно-техническое сотрудничество, потому что у корейцев есть чему поучиться, и обсуждались вопросы, связанные с экспортом строительных услуг именно корейских, вот, точнее импортом. А нас интересуют вопросы, связанные с оздоровлением населения. Дело в том, что белорусы же больше всего всегда ездили в Украину. Понимаете, в Одессу, туда, в Затоку, по миллиону, полтора, два человека в год туда приезжали и оставляли в украинской экономике свои деньги. Сейчас, значит, мы ездим в Россию, Турцию, Египет. Это три основные направления. И, конечно, значит, хотелось бы открыть направление и северокорейское, потому что мы сейчас обсудили с руководителем Северной Кореи вопрос о взаимном снятии виз, нахождении в безвизовом пространстве таком в течение 30 дней. И они открыли, корейцы, вот этот курорт Вансан, да, на Кальмарском полуострове. Это фактически, ну, если не мирового уровня, да, но курорт с очень хорошей инфраструктурой. Даже такие желтые издания, как BBC, известные в мире, выпускали об этом курорте специальный репортаж. Правда, они хихикали, что там мало людей, но инфраструктура там замечательная. Поэтому, если белорусы будут оздоравливаться там, в Северной Корее по прямым рейсам чартерным, да, то почему не и этот вопрос не обсудить? Потому что война войной, а все равно рано или поздно будет мир, и нужна будет людям реабилитация, в том числе психологическая. Вот. Но, Юрий, ну я же вас, в принципе, о другом спросил. Да? А о вы чем? нам, вы нам о здоровье и о рекреации, простите, пожалуйста. Да? А я же спросил А о вы об открытии перспективах, второго о фронта. втором фронте, потому что, ну, простите, хоть и там молчат в тряпочку и ходят с Кока-Колой в кармане, но Усть-Луга — это предвестник второго фронта и провокации, которая срывает все мирные договоренности и просто оставляет их за бортом. Россия тихонько, собственно, реагирует достаточно сдержанно на этот счет, ровно потому, что дух Анкориджа жив. Это там какие-то депутаты из Госдумы говорят, вот смотрите, мы тут в Конгрессе, это означает, что дух Анкориджа жив. То есть на него реально как рассчитывают, хотя там говорят мертв, жив, но простите, пожалуйста, визит в КНДР Лукашенко, да еще и вот такой, на фоне событий в регионе, там же как рисуют карты, одни говорят, что через Беларусь полетели по Усть-Луге, другие говорят, что через закрытое польское пространство и Прибалтику, третьи говорят, да нет, это вот пробили типа ПВО Украина-Россия, то есть ничего не пересекали. Ну, понятно, что это операция, и больше всего склоняешься конкретно, ну, представьте, легкомоторный самолет с бомбочкой, да, ФАП-100 там какой-то, авиабомбой. То есть, если, например, к истребителям с дальностью, поражением, управлением применили эти авиабомбы россияне и применяют сейчас в ходе войны, то они вот так вот их применили на вот этих маленьких кукурузниках. Ну так скажите, пожалуйста, все-таки же война, наверное, это главное, при всем уважении, конечно, к проектам оздоровления и продуктам питания, которые там презентовал Лукашенко Ким Чен Ын. Вы знаете, конечно, хотел чуть-чуть увильнуть, говорить больше про рекреацию. Не хотел обсуждать этот вариант, но раз уж и вы, наверняка пользователи наши спрашивают, отвечу абсолютно четко и ясно. Если Путин попросит открыть второй фронт, мы его откроем. В этом не должно быть
никаких сомнений. А если украинский режим будет заниматься провокациями в отношении Беларуси, политическими в том числе, принимая различных фриков у себя в Киеве, то мы можем открыть этот фронт и без Путина. Вопрос, что до этого может и не дойти, вот вы говорите, Усть-Луга это уже красная линия. Но давайте вспомним Черноморский флот, красная линия, потом Крымский мост, красная линия, потом удары в ежедневном режиме по российской инфраструктуре, красная линия, Курск, понимаете, Курск это вообще оккупация территории России. Казалось, красная линия, но на одном из федеральных каналов я слышал, как один из экспертов говорит, а что это вот там Курск? Слушайте, это даже меньше 1% нашей территории. Это я своими ушами слышал на одном из федеральных каналов. Он, правда, этот эксперт, по-моему, представитель газеты «Коммерсант» был, ну, неважно. Важно, что его особо так и не опровергли. Поэтому, а почему у Усть-Луга должна быть очевидное содействие прибалтийских в Эмиратов? Почему оно должно быть красной линией? Эта красная линия, эти красные линии можно давно заметить, если будет политическая воля. Вот я недавно ездил в Питер и приносил цветы на кафе, где погиб Владлен Татарский. И там мужики обсуждали, так знаете, как раньше в советское время, перед стендами с газетами, да, собирались, читали газеты, там обсуждали. И вот они обсуждали, что происходит. Я не вмешивался, просто, условно говоря, развесил уши, чуток присел на их разговоры. И там мужики говорят вот с такой болью. Вы знаете, значит, по поводу победы. Чтобы победа была, надо ее хотеть. А говорит, они и куда-то туда наверх пока показывают. Не знаю, может, на Исаакиевский собор. А они, наверное, хотят не выиграть, а подороже продастся. И я чуть не упал у этого кафе. Понимаете? Поэтому, если хотеть подороже продастся, то ну, ни Усть-Луга, ни Приморск, ни Питер, ни Москва не будет. Слушайте, Кремль даже бомбили, помните? Взрыв беспилотника в месте, где был кабинет верховного главнокомандующего. Примерно в том, над куполом. То есть, если хотеть подороже продаться, то, к сожалению, красных линий не будет. Соответственно, можно не волноваться. Но если хотеть выиграть, то, конечно, надо понимать, что несмотря даже на вот этот костыль, который нам принесла война на Ближнем Востоке, краткосрочный в виде цен на нефть и газ, и это уже сейчас можно говорить, так как продлится не менее месяца 2-3, а скорее всего и до конца года, это очень серьезное подспорье российскому бюджету, а значит белорусскому, потому что нам всегда по-братски подкидывают, помогают, датируют, да? Мы за это очень благодарны. Но, понимаете, этого же костыля все равно постоянно не будет. И война очень затратное дело. Я посчитал российский бюджет, 330 миллионов долларов в день на 26 год. Из них 200 миллионов долларов в день – это только война. С выплатами, значит, думаю, что у украинского режима такие же примерно расходы. Вы просто, люди добрые, посчитайте, сколько на эти денег можно построить объектов соцкультбыта, здравоохранения, образования, сколько городов малых, средних и больших вылезать просто. Это колоссальные деньги, и эту войну надо заканчивать, с моей точки зрения, побыстрее. Надежды, что мы кого-то истощим. Это какую? Российско-украинскую или иранскую? Конечно, российско-украинскую. Вообще все войны. Но вы понимаете, что они все равно будут воевать, эти глобалисты, потому что для них это, как говорил старина Ротшильд, мать родная. Вот. Но вот эту нашу войну, экзистенциальную, надо закончить как можно быстрее. А для этого, я не говорю, что ее заканчивать подписанием мирного соглашения. Я не вижу вариантов, возможностей подписания мирного соглашения без полного удовлетворения требований Российской Федерации, потому что они являются самыми базовыми и самыми
скажем так, не кровожадными, у меня были бы совершенно Подождите, так другие а как тогда требования. заканчивать войну? Стойте. То есть, если мы... А что так... Вопрос же, понимаете, он же не праздный. Причем задавать его будут и в России, и в Украине. О том, Сейчас что... расскажу. Так а зачем тогда это Сейчас все? у меня вот талмуд целый, я написал, как заканчивать. Все очень просто. Чтоб ее заканчивать, не на условиях врага, надо начинать воевать. И надо отвечать и воевать по принципу око за око, зуб за зуб. Посмотрите, как отвечает Иран. Посмотрите, как отвечает Иран. На любое действие, любое противодействие. Точно так же тут. Дается ультиматум, допустим, по логистике. Значит, слушайте сюда, дорогие поляки. Вам дается 24 часа. Если еще хоть один, хоть одно вообще какое-то ящик логистики, да, ящик с оружием, с боеприпасами, самолеты, там САУ, какие-то БТРы, БМП, что вы там поставляете. Если мы через спутниковые снимки увидим хоть одну единицу, Жешува не будет. Мы нажимаем кнопку. И вот этими словами, поверьте, перерезается логистика. Та же самая история по Усть-Луге. Уважаемые, значит, балтийские тигры, это было вам последнее предупреждение. Еще один беспилотник залетит с вашей территории, а это была их территория, через Беларусь ничего не летело, на Усть-Лугу Приморск, будет проведена сухопутная, либо воздушная. Сухопутная хорошо, нет пока сил, без мобилизации их не будет. Значит, вы забудете, что такое центр Таллина, Риги и Вильнюса. Вот так надо воевать. Хотя бы обрезать на первом этапе вот эту коалицию Рамштайна, чтобы оставить один на один остаться с украинскими нацистами, а потом разобраться с особо упоротыми украинскими нацистами, разобраться так, как разобрался Израиль и США, а остальные продадутся. Вы же видите, они все где находятся? В Испаниях, на Лазурном берегу. Остальные проголосуют и, значит, за любые соглашения. То есть надо иметь, ну, наверное, это грубое слово, да, мужские какие-то признаки, но надо мужиком быть, понимаете? И надо желать выиграть, а не продаться. Если желать выиграть с такой мощью, которая есть у российской армии, это выигрывается. Но надо, в конце концов, понимать, что рано или поздно непопулярное решение, типа, как я вам сказал насчет Жешева, ну, любого другого объекта, но с применением в том числе тактического ядерного оружия, их придется принимать. Их придется принимать. Только это будет стоить сотни тысяч жизней русских людей. Вот и все. Если бы это безобразие было бы значит, прекращено в самом начале войны, вот вы правильно сказали про логистические коридоры, были абсолютные силы перерезать логистику. Почему это не видели, значит, военные руководители? Это же очевидно даже школьнику. Перекрой и все. Дальше, сколько они не бомбили, сколько лет мы говорили электростанции выносить, мосты, инфраструктуру, туннели, СБУ, ТЦК. Только на 5-м году войны это начали выносить. Может, Ну мы и то чего-то... так, как бы повыносили, поносили, потом Ну, свернули. то есть, понимаете, нет никакой стратегии. Все они рассказывают про хитрый план. Я это 5 лет уже слышу про хитрый план. Про хитрый план. Никакого хитрого плана нет. Меня успокоило лишь то, я в Питере, в Москве имел встречу с определенными российскими дипломатами, задавал все эти вопросы, которые не я даже задаю, а все наши пользователи, слушатели, уже провластные эксперты, понимаете, посмотрите, как заговорил Картополов у Соловьева или Безруков, да, разведчик. Уже прямым текстом говорят, вы с кем боретесь? С Телеграмом или с укронацистами? Или с Телеграмом, где миллиардная аудитория, на которой нам надо работать, а не отрезаться, не самоизолироваться от него. Так вот, значит, на этой встрече мне сказали, что впереди выборы, и не только у США в ноябре, но и в сентябре в Российской Федерации. И, значит, как мне сказали, что решения соответствующие приняты,
и, значит, действия будут более эффективными. Вот дай бог, чтобы это произошло. Если Это в действия каком будут смысле? эффективными, Эффективно будут закрывать Телеграм? нет, эффективно поработают с руководством украинской нацистской верхушки и эффективно проведут контрнаступление. К нему все готовятся. Мы предполагали, что через неделю-две начнется. Неделя прошла, пока затишье. Наверное, еще надо неделю, чтобы поля подсохли. Вот, то есть, я просто потому что на встрече даже и сказал вот этот пример, как я слышал, развесил уши у этих мужиков у кафе, где погиб Владлен Татарский. И, значит, они говорят, мы это все знаем, мы это все фиксируем. Я говорю, вы понимаете, что уже, мы же 4 года молчали. Но уже молчать нельзя. А с другой стороны, ты понимаешь, что если сильно много будешь говорить, то ты нанесешь в военное время, можешь нанести вред российской стороне. Но, то есть, получается такой небольшой замкнутый круг. Но высокопоставленные дипломаты сказали, мы это все видим, мы это все знаем. Кстати, российский МИД занимает очень жесткую, принципиальную позицию. И спасибо Сергею Викторовичу Лаврову за эту позицию. Максимально жесткую в нынешних условиях, когда российская элита поражена вирусом 90-х и не до конца еще вычищена. Ну, то есть, я предполагаю, что в преддверии выборов сентября 2026 года мы увидим более эффективную военную работу в этом направлении. Мгм. Знаете, по поводу работы по направлениям, хотел бы еще один такой вопрос задать. Его, кстати, подняли и очень так с разных сторон обсудили. Я не вмешиваюсь туда, ну, как бы... Так, Александр, на секунду. Ответ я нормально вам сказал, что если Путин попросит, второй фронт откроется. Четко, по-моему, ясно, без обиняков. Нет, тут все понятно, но... На предыдущий вопрос. Смотрите, тут же какой момент? Извините, что перебил. Очень важный, я считаю. Очень важный. Вот у меня в частном телеграм-канале люди общаются, дискутируют, там такая своя камерная атмосфера. Кстати, подписывайтесь, спасибо большое, что подписываетесь, поддерживаете. И там вот прям вот... Как на него подписаться, на этот частный канал? Через Телеграм. Ну, в Беларуси-то разрешен Телеграм, понимаете? У нас демократия, все разрешено, даже казино. Смотрите, тут другой момент. И там вот такая дискуссия возникла, интересная. Причем разные как бы взгляды с разных сторон. Вот просит, скажем так, пользователь Кирилл, подписчик частного телеграм-канала, меня поднять вопросы со спикерами. И, возможно, как бы найдет ответ человек на вопрос. Вот по поводу вопросов, которыми люди задаются. Почему власти России забили на коммуникацию с украинцами? Ведь только они могут помочь им с достижением цели, только украинцы могут помочь. Значит, Европа и Америка их оставила один на один с режимом и никак им помогать не собирается. Ведь можно протянуть маленькую соломинку в помощь, гарантировать в мирном договоре, например, амнистию бойцам за СЗЧ, лучше уж посидеть чуть-чуть, чем идти на ноль. Найти выход на мэров, предложить условия, при которых в новом режиме они сохранят должности, предложить что-то поинтереснее, ведь у России сейчас переговорная позиция стала намного сильнее, чем была во время саммита на Аляске, и они могут ввести в договор это между Соединенными Штатами Америки. Но это как бы не происходит. Ну, и тут дискуссия говорят о том, что вот, там другое государство, не другое. В общем, по-разному цифрами играют, разные другие пользователи отвечают Кириллу. А что бы ответили вы? Я хочу сказать, что Кирилл сказал то, что я думал и думал все эти годы. Что без помощи украинского народа, мы не сможем быстро выиграть эту войну. Так мы уже не смогли. Уже 5-й год она идет. Для того, чтобы эта помощь народа была, надо, чтобы какой-то визионер написал это общее будущее. Вот там куча есть в России украинских организаций, да? Даже в аэропорту Шереметьево, вот я ехал, там какой-то, значит, плакат, «Другая Украина», да, название такое. Я говорил, что абсолютно дурацкое название, надо назвать «Ридна Украина», «Родная Украина», а не «Другая». Ну ладно, стоит там плакат, да.
А где эти заявления другой Украины? А где эти конгрессы жителей Харьковского, Одесского, Николаевского региона, которые можно провести, понимаете, в Москве? А где эта работа с 5 миллионами украинской диаспоры? Ведь у этих 5 миллионов остались же у некоторых из них родственники, которые могут подсказать в том числе важную военную информацию. А где вообще постоянное обращение к украинскому народу с предложением, значит, какого-то стратегического видения мира? Вот поэтому Кирилл сказал абсолютно верное решение. То есть у нас есть статья программная, да, статья Владимира Путина, где он называет, что это фактически война гражданская, что у нас 3 ветви одного народа: русские, белорусы, украинцы. Мы друг друга любим, мы хотим жить вместе, мы все повязаны родственниками. У россиян 10 миллионов родственников и украинцев. У белорусов 1 миллион почти. Год люди не могут встретить своих близких, вот, или посетить могилы. И в ответ никакой стратегии. Есть огромные институты, огромные военные ведомства, бюджеты. Значит, а что мы можем в ответ? Конечно, если, значит, 20 генералов российских убили, что мы в ответ Да, получаем? я, кстати, Ничего. хотел, кстати, добавить, Тишина. что я вот Понимаете? обсуждал с одними людьми, ну, такими уважаемыми, к чему мнению прислушаюсь, говорю, подождите, ну, а правда, вот смотрите, выходят же митинги, да, по Европе, там вот эти все товарищи, ну, и там логика понятна. Ты украинец, Европа тебе дает защиту, какое-то пособие, какое-то, и ты вот выходишь на эти митинги с украинским флагом, типа напоминаешь, то есть тут логика как работает, типа не забывайте про нас, ну и нам дальше помогайте, и Украине помогайте. Ну, то есть тут и находятся струны, на которых вот это вот играют, вот эти, ну, митинги упоротых, да, которые уехали, но, говорят, до последнего украинца, до границ 91 года. Но есть же подобное нечто и с точки зрения, там, ну, по другую сторону. Никто с этим не работает. Почему? Мне сказали, елки-палки, ну, когда генералов направо-налево, а представьте простых людей Вот. в публичном пространстве, кто-то выйдет и начнет вот это вот митинговать или там чего-то делать, да их как бы перещелкают по одному, люди, конечно, не очень хотят, поэтому сейчас и растет, например, среди разных аналитиков, российских, околороссийских, пророссийских, да даже некоторых антироссийских, мнение, что это все закончится, то есть там ты должен выбрать, или ты украинец, или ты россиянин, или ты под юрисдикцией России, или ты под Украиной. То есть, но мало кто на философском, политическом уровне говорит, что если тебе ставить такой выбор, такую вилку, то ты, ну, ты поддерживаешь противостояние дальнейшее. Потому что тогда будет, ну, вот эта вот территория, тогда будет ров с крокодилами, тогда не будет никакого примирения. То есть конкретно каждый себе просто должен задать вопрос, я русский или я украинец. А вот эта вот история о том, что и русский, и украинец, и Беларусь, это в принципе одно, она просто рушится. И это подыгрывает и бросает дровишки в топку войны. Вот абсолютно верно. Поэтому в этой войне вообще есть очень много непонятного. Мы потом когда-нибудь, может, доживем до вскрытия архивов и все прочитаем, но я лично абсолютно не верю в наличие какого-то хитрого плана, да, как ХПП называют, хитрый план Путина. Никакого плана не существует. Вот я вижу, исходя из того, что, значит, происходит и во внешней политике, да, и в театре, в рамках театра военных действий. Этот план ситуационный. Он примерно как у Трампа. Вот абсолютно очевидно, что у него никакого плана нет, хотя он каждую встречу, выступление говорит, что мы победили, мы выиграли, мы все разрушили. Тогда вопрос, а кто тебя сбивает? И кто тебя изгнал из 17, из 19 баз на Ближнем Востоке? Вот. И точно так же такая же риторика, и, значит, его всего окружения трамповского, что у него есть хитрый план, и вот вы увидите там 6 апреля, что будет и так далее, да? Вот. Значит, никакого плана стратегического нет. А этот стратегический план нужен. Ну, просто невозможно выиграть войну,
мы это со стороны, особенно как братья-белорусы, понимаем, невозможно выиграть войну у народа. Ну хорошо, дай бог разгромим мы этих нацистов. Особенно активизируются российские специальные службы, военная машина, допустим, к сентябрю 26 года. А дальше что? А дальше что? На освобожденных территориях нам же надо выстраивать как-то жизнь, нам надо спокойно передвигаться по Украине, нам надо снова ездить в Одессу и в Затоку. А это все можно делать спокойно, и это, кстати, в интересах национальных и Российской Федерации, Украины, Беларуси, если примирить народы. Вот такая широкая дискуссия вообще с постановкой вот этих вопросов, которые Кирилл у вас написал, и вы, которые поднимаете, фактически я наблюдаю только вот на вашем телеграм-канале. Действительно, разные эксперты обсуждают, заглядывают за лес, пытаются заглянуть за лес, да, как мы дальше будем жить. Ведь не хочется всю жизнь жить вот в этом напряжении и противостоянии, в которое нас успешно загнали англосаксы. Вот, кстати, вот не знаю, вот это в Питере было вот это место, где Владлен Татарский, да, убили. Ну, это так, нашел, чтобы понимать, как оно выглядит и где собираются мужики. Вот, поэтому и Кирилл, и вы, и ваши эксперты, уважаемые, ставят абсолютно верные вопросы. И хотелось бы, чтобы кто-то это движение начал. Хотелось бы, чтобы это движение начало в том числе руководство украинской диаспоры, которая находится в России. У них есть потому что и структуры, и ресурсы, и понимание, как это лучше сделать. Потому что война, она не ограничивается только горячей стадией. Сейчас война в голове. А чтобы этой войны с головы убрать, надо обсудить очень сложные вопросы. Надо, я не знаю, поругаться, попосылать друг друга, но выйти на какое-то общее видение существования. Мы же все здесь соседи, а соседи, как говорит наш президент, всегда от Бога. И нам надо думать, как мы дальше будем жить. Но, к сожалению, вот с таким подходом отсутствия стратегического планирования, вот это все наши эфиры на эту тему, они затянутся. И очень не хочется, чтобы они затянулись на бесконечно долгое время. Такое впечатление, что возле российского руководства создали вот такой пузырь создали. И, значит, они не понимают некоторые моменты, что происходит. Например, в этом пузыре 4 месяца назад, к примеру, приведу, был взят Купянск. Да? Хотя, слушайте, вы представляете, если бы Сталину сказали, что взят, там, не знаю, Харьков, а он через 4 месяца узнал, что это неправда, или Купянск-Узловой. И даже награды за это получили. Вы представляете, что было с теми, кто ему сказал? А они сказали на всю страну. Так вот это маленький пример вот по Купянску. Та же история касается и более глобальных вопросов. Гораздо более глобальных, чем война. Это вопроса, как мы дальше будем жить и как нам сделать так, чтобы разорвать, победить англосаксонские нарративы и снова воссоединиться вот в эту нашу единую семью народов. Это возможно. Те, кто говорят, что это невозможно, слушайте, вспомните эти чеченские войны, и немецкие, и 100-летние, 30-летние. Все возможно. Было бы желание. Сейчас такого желания я не вижу. Причем у каждой из сторон. Кроме белорусов. Мы все время призываем вас примириться. Ну да. Я, если честно, так, чтобы точку поставить в сегодняшнем эфире, лучше приехал бы куда-нибудь в Киев, да показал эту водку, которую нет во всем мире, да вот эти все салфетки из льна, шоколад, который надо за 2 недели съесть,
да, показал бы там, что, собственно, вытворяют современные производители, не только там такие крафтовые, эксклюзивные, а вот это, правда, я ж помню вот эти тоже, несмотря на все вот эти противостояния, там, до большой, имеется в виду, войны, до так называемой СВО, как были прям лотки написано «белорусские продукты», понимаете? И все, и люди ходили там, покупали, и, в общем, как бы и нормально все было. Лучше вот здесь, а приходится кому? Ким Чен Ыну, понимаете? Приходится на Дальний Восток за 3-9 земель, лесом, полем туда везти вот эти все всякие, скажем так, сладости и другую продукцию. Юрий Воскресенский. Не мы такие, время такое. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.